Я приветствую вас, представители знака Зодиака Близнецы, на канале Астро Испирационе. Прогноз Таро на будущее. Что или кто появится неожиданно, что произойдет с 20 февраля и до конца месяца. Какие грядущие события идут на ваш порог, в вашу жизнь, и что будет дальше. Что будет для вас в ближайшее время, что случится или произойдет. Давайте рассмотрим выпавшие карты с позиции позитивной психологии и позитивного мышления. Жизнь не бывает полностью предсказуема, помним это, и будем добрее к самим себе, к собственной душе. Вот давайте узнаем, что же там или кто же там появится неожиданно. Может быть, это новость, информация, которую вы услышите. И у нас то время, когда как глаза открываются на что-то. Или на кого-то, такое тоже не исключаю. Может быть, ощущение, как мы словно были какое-то время в забытии, как во сне. И вот теперь хочется пробудиться, как отряхнуться, взбодриться, может быть, и не только это как хочется вдохновения нового. Вы, кстати, ваш знак зодиака, можете недостаток вдохновения ощущать очень остро. Период до 3 марта – это коридор затмений. И ключевое значение у нас как квинтэссенция. Какие-то события достигают пика именно для того, чтобы мы себе задали важный вопрос. Куда я иду дальше? И с кем я, может быть, иду? События любые, так и информация, и люди – это все не случайно. Нас, как Вселенная, нам высшие силы помогают выбрать правильный фарватер. Итак, как 3 знака судьбы достаем. И что же происходит у вас 20 февраля? С чем, с кем это связано? Что там у вас неожиданно появляется? Знаки судьбы или потоковая информация, мы не задаем вопросы, просто позволим картам нам раскрыть. Ну хорошо, вот 2 хотели выйти, поэтому 2 достанем. На что обратить внимание? И по основным сферам жизни. Первое. Что ждет вас в личной жизни, во взаимоотношениях? Что ждет вас, ваши планы, работа, ваши приоритеты какие-то, да, то, что вы себе наметили. Ну и, конечно, финансы, что ждет в финансах. Вторая колода ангелов-хранителей. Вот давайте узнаем, что же дальше. Для чего вот это все было нужно? Разберемся. Какие буквально события на пороге в ближайшее время? Что ожидается или чего ждать, как мы спрашиваем, да, и что прояснится, может быть, и так. Что будет дальше в целом. И достанем карту «Совет» Таро, который откроем в самом конце. Итак, первый знак судьбы. Что происходит? Да тут уже, похоже, все произошло. Ведь всегда по этой карте это уже, конечно, это конфронтация, это когда мы чем-то недовольны, когда мы с кем-то не можем договориться. У кого-то здесь сложный период жизни, но все же по 5 мечей тут когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. Вот тут какое-то дело не пошло на лад. А почему это случилось? И вообще, что это означает для вас именно теперь? Что происходит, что ожидается? Однозначное какое-то решение вы будете принимать по части взаимоотношений. И тут по-разному. У кого-то взаимоотношения – это по работе, какая-то конфигурация. Но это тоже может касаться и личной жизни. Туз мечей – это еще иногда и новость. Или наше какое-то однозначное решение. Но это будет так или иначе ограничить через взаимоотношения. Шестерка пентаклей вам, как высшие силы, вас наставляют, направляют. Это как работа подсознания. Может быть, вот вам нужно соединить вашу интуицию, мои дорогие. Все-таки очень добрая карта, и часто это мы помогаем кому-то, но и нам тоже приходит помощь. Может быть, это вы нуждаетесь сейчас в помощи. Я тогда могу сказать, что есть и важные люди в вашей жизни, с которыми вам нужно как-то правильно или по-новому организовать общение. Вот это точно. Потому что если будем действовать как прежде, мы не получим вообще никакого итога, эквивалента. Более того, ведь эта карта, знаете, иногда как счастье, удача, его величество, случай, причем очень добрый, когда тут действительно может сложиться какой-то очень красивый узор или наоборот очень сложный пазл. В конечном итоге это для вас, ведь это карта финансового благополучия, это карта баланса. Может быть, для вас сейчас нужно держать баланс по финансам. Для вас, может быть, нужно определить ваши какие-то приоритеты. Здесь абсолютно точно. Вот как будто, смотрите, мои дорогие близнецы,
Это то, с чего мы начали. Да? Почему? Необходимо какое-то однозначное решение. Потому как вот это какой-то раздрай, хочется сказать, в вашей жизни, он может закончиться только благодаря однозначному решению. Более того, ведь туз мечей, это, знаете, я говорю часто выход из лабиринта. И стало быть, это когда вы себе даете, сами себе даете в чем-то слово. Может быть, этому как раз и способствует какая-то информация. Но, скорее всего, тут именно надо и решить, и решиться на что-то, чтобы жизнь пошла с правильной ноги. Пока мы не решимся, мы как будто рискуем оказаться вот в этой пятерке мечей. А на кону, ну да, это только можно мечтать. Это именно новое качество жизни и как высшие силы на вашей стороне. Давайте второй знак судьбы. Что происходит? А что происходит? По этой карте иногда прописана добрая трансформация в добрых энергиях. Это когда наша жизнь меняется в лучшую сторону. Да, иногда эта карта и где-то вторит тузу мечей, это означает новость. Может быть, это вы получаете какую-то информацию, когда для вас будет очень важно не потерять время даром, откликнуться вовремя на что-то, рассмотреть какие-то альтернативные варианты, куда-то, правда, быстро собраться, отправиться, что-то разузнать. Но, может быть, это где-то и карта говорит. Продолжаю вот этот вот триплет первый, что как только ты решишься, у тебя как будто даже жизнь не просто с правильной ноги, а сама по себе скорость этой жизни в сторону благополучия будет меняться, да точно. Праздник после победы. Давайте подведем итог вот двум выпавшим картам. Как будто уже у вас на кону в вашей жизни или важный человек, или сама по себе возможность. Но вы почему-то либо хотите что-то совершить именно так, как вам хочется, или наоборот, кому-то не хочется. А тут, скорее всего, жизнь вас, ну, может быть, где-то приводит к такому итогу, что вот нужно принять какую-то данность. Сколько бы мы тут не противостояли, мы рискуем именно оказаться вот, знаете, вот какой-то пятерки мечей. Когда, ну, какое-то взаимопонимание, может быть, должно быть восстановлено. И у кого-то это будет иметь ключевое значение для вопросов денег, работы, мои дорогие, потому что четверка жезлов– это у нас жезлы всегда, дела, работа, бизнес, планы. Но для кого-то это будет вопросы переезда. Иногда по четверке жезлов мы говорим, что это дом. Вот у кого-то из вас, у кого, правда, активно проигрывается, может быть, там дома вы хотите что-то изменить, и тут тогда нужно не ждать, не думать, а как-то приступить нужно. Тут вот именно приступать надо. Мыслей как будто недостаточно. Ожидание, оно уже вообще ни к чему не приводит. Здесь какой-то период долгий, когда вы, может быть, не могли ничего поделать, или, может быть, вы вынуждены ожидали, вам что-то обещали. Вот здесь все приходит к тому итогу, что а нечего тут уже ждать. Иначе мы рискуем в этой какой-то прокрастинации застрять так основательно. А на кону буквально то, что вам нравится. Перемены, добрые перемены, скорость. Когда мы получаем достаточно быстро, ну, как плоды своего труда или какую-то реализацию, может быть, нашего желания, нашей мечты. И явно тут на кону победа, жезлы. Это активная карта. И поэтому тут нам сразу говорят, это как вот знак судьбы. У тебя сейчас, близнецы, прекрасное время. Третий знак судьбы. Что происходит? Да, тут у кого-то действительно будет необходимо именно правильные разговоры, может быть, глядя друг другу в глаза. И неважно, что же за человек. Или это тот человек, который касается личной жизни, кто, да, мы говорим, король жезлов. По полу карту не рассматриваем, но это могут быть люди, которые рождены под знаком зодиака стихии огня. Овен, лев, стрелец. Или имеющий там асцендент, у кого-то по работе руководитель. Тут может быть просто человек в вашей жизни, который на своей волне. Ведь по королю жезлов это проходят те люди, которые, к примеру, это те люди, которые, ну, живут по своим каким-то правилам. Они ресурсные люди, но это больше руководитель. Это тот, который знает, как нужно делать и как делать не нужно. Может быть и так. А рядом карта Верховная Жрица. Может быть, это вы, хотите узнать о каком-то человеке чуточку больше. Или тут обратное, человек от вас мог закрыться. Вот я тоже такое могу допускать. Но явно есть недостаток информации. Или если вы хотите, допустим, рабочий процесс, да,
Вы ждете какой-то договоренности. Вот я где-то тут уже сказала. И прошло какое-то время. Тогда нужно принять во внимание, что обещать нам могут. Или скорее сказать, как действовать, как не действовать. Все-таки харизматичный лидер. Но делать он сам за вас ничего не будет. Поэтому решение и решимость, и какие-то переход уже к каким-то четким действиям. Потому что именно через действия вот эта победа и вот этот праздник, она уже у вас практически очень рядом. Оно где-то в ближайшие дни, и если вы быстро себя на что-то организуете, ну, наверное, и будете видеть, как жизнь быстро налаживается или решаются те или иные вопросы. Ну, явно ожидание или, знаете, ожидание, когда вы, к примеру, ждете, что первым проявится какой-то человек. Ну, тут сразу нам говорят, можешь и не ждать, потому что тебе самому придется действовать. Мне хочется достать еще одну карту. Третий знак судьбы, что или кто появится неожиданно. Но вот тем не менее, посмотрите, какая-то информация у вас появится. У вас какая-то запутанная история, может быть, была, с учетом аркана Верховная Жрица. У кого-то это может быть и в отношениях. Вот тут надо с отношениями тоже разобраться. Может быть, какие-то основные моменты проговорить, в каких рамках, на какую дистанцию, какой продолжительности, глубины вы готовы участвовать в каком-то деле или продолжать какие-то отношения, а в чем вы будете ставить точку. Здесь ясность совершенно необходима, потому что по тузу жезлов это информация, конечно, но это еще и сама по себе неожиданность. Колода Таро ведьмочек, обратите внимание, жезл как будто из костра вылетает. И девушка наша, ведьмочка, она стоит так вот обескуражена. Это вообще какое, как такое может быть? Может быть и такая новость, неожиданная совершенно от конкретного человека, или вы что-то о нем такое узнаете. И я такое не исключаю. Но все-таки это наши действия. Это для вас какой-то шанс. Какая-то путаница у вас явно должна закончена быть. Вот я вижу так. Или когда какие-то тайны, да, они все-таки требуют прояснения в вашей жизни. И это может касаться как и работы, повторюсь, точно так и личной жизни. А зачем это вам нужно? Мы уже об этом с вами проговорили. Давайте узнаем, что ждет вас в личной жизни. Ну вот тут мы сами выбираем. С одной стороны, мы можем ничего не делать, и, в принципе, эта карта говорит, что, ну, быстро тут что-то не меняется. Сам по себе период, или, может быть, это связано с человеком, да, вот я только что говорила. Ведь, кстати, у кого-то король жезлов, иногда это страстная любовь, мои дорогие. Ну, страстная любовь– это одно, а рядом у нас верховная жрица. А есть какая-то правда. Есть, может быть, и воздействие третьих сил, или третьих людей, или какая-то условность. Одним словом, есть какая-то реальность. Вот здесь надо что-то прояснять. И так или иначе, ожидание какое-то, оно может переходить, знаете, в апатию, мои дорогие. Вот это такое тоже может проигрываться. Прилегла наша ведьмочка отдохнуть, но вот почему-то уже паутина. Это та карта, которая говорит, что мы что-то хотим, но никак не можем начать. Мы хотим с чем-то определиться, но мы сами ничего не делаем. Поэтому для большинства из вас это проиграется, что да, порядок в мыслях нужно навести, нужно определиться. Ну что это такое? Давайте немножко раскроем, что ждет вас в личной жизни. Ага. У кого-то из вас тут и финансовая история непонятная, но и одновременно финансы как бы зависят от того, как вы правильно провзаимодействуете с людьми. Может быть, и была какая-то ссора, или всегда эта карта как мелкая заноза, отсутствие взаимопонимания. У кого-то была прежняя история, может быть, та история, которая вас очень вдохновляла, и вы теперь, может быть, кто-то готов и вернуть утраченное взаимопонимание или утраченное какой-то даже бывший интерес. Вот вы сейчас об этом можете думать, как было раньше. Нам ведь, понимаете, о чем вот конкретно все говорят карты. Как будто вот эта ведьмочка, да? Мы будем говорить, это где-то прообраз вас. Лежит, сидит, она думает, она вспоминает о тех минутах радостных, когда было очень хорошо и когда было, ну, совсем не очень хорошо. Может быть, это какая-то аналитика, когда вы думаете, а почему оно пошло так?
И даже в паре, значит, есть какой-то камень преткновения, но я тут больше вижу, это ваше должна быть, или ваше определение, решение и ваши действия, потому что иначе мы опять же рискуем в какой-то ностальгии пребывать. Только мысли, только чувства и никаких действий. Так что же ждет вас? По рыцарю Пентаклей, может быть, это вам. Для кого-то из вас нужно, правда, определиться. По этой карте иногда проходят люди, которые нам готовы прийти на помощь. Может быть, это вы ждете, что кто-то придет на помощь. Может быть, это раньше даже было, да? Все же очень доброе значение. Но мы ведь смотрим на вас и на личную жизнь. Иногда эта карта марафонского забега, и она будет говорить, что это вот с учетом всего, да? Тебе нужно как будто, пусть ты не делаешь каких-то, ну, резких таких движений. Вообще, период до конца февраля – это планетарно, карты тут ни при чем. Но это тот период, когда мы не рвем отношения, не рвем на работе, да, тоже взаимоотношения, не уходим с работы, хлопнув дверью. Мы пока сохраняем. Наступит этот период в марте, когда вы уже четко какие-то действия будете осуществлять. Но сейчас это именно размышления. Размышления, причем аналитика. Это не погружение в прежние воспоминания, в какую-то там ненужную философию. Нет, вот все карты нам говорят, давай вот так вот больше к прагматике, поближе. И здесь искусство мелких шагов, мои дорогие. Ну, либо ты выбираешь действие и начинаешь сам где-то действовать, либо ты чего-то ждешь. Что же это еще в личной жизни? Ну, ты ничего не дождешься, да? Тут явно над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Ох, как много у вас иллюзий. Или иллюзий, или надежд. Вот почему так? А что это такое? Вы знаете, тут как есть какой-то важный человек, либо у вас, правда, может быть, недопонимание, у кого-то ссора произошла. Или даже вот для тех, кто в паре, есть все равно какой-то, ну, знаете, как барьер, что-то мешает. Или это какое-то событие, которое в вашей жизни произошло, и оно живо в памяти, оно вас все время как будто отбрасывает назад и назад. Но вы не замечаете, как вы сами к этому привыкли. Вот, наверное, паутина где-то, да? Тут надо что-то менять. И если действительно человек для вас важен, значит, тут нужна, ну, без важных разговоров, бесед не обойтись. Потому что, с одной стороны, мы можем думать, но тут ведь это карта любви, искренности. Может быть, это прежде были какие-то искренние отношения, душевность. Частично утрачено это теперь. И вы никак не можете связать воедино, почему это произошло, почему, может быть, и вот не случайно пятерка мечей, да? Я говорила, карта конфликта. Может быть, кто-то и сожалеет о том, что что-то не случилось. Ну хорошо, а что теперь-то с этим делать? По двойке кубков мы можем договориться. Но ничего не хочет делать близнецы, точнее. Да, карта императрицы. Может быть, это вы, мои дорогие девочки, устали. Устали от каких-то пустых обещаний. Устали от того, что там, может быть, жизнь похожа. У вас, словно, знаете, какой-то не очень красивый танец, шаг вперед и два шага назад. Когда все равно так или иначе, вроде в паре, вот у кого-то может проиграться, взаимопонимания нет. Когда я вынуждена рассчитывать сама на себя, своих деток поднимать тоже в одиночку. И я уже не жду никаких бонусов от судьбы. Вот, может быть, и так. Тут как-то на личную жизнь непонятно. Вы можете, кстати, сохранять самое себя, и это было бы правильно. Тут, знаете, тем не менее, на личную жизнь, мои дорогие близнецы, вам как будто совершенно необходим какой-то человек, как минимум один, на кого вы можете положиться, понадеяться. Потому что с учетом, ну, не очень веселые карты, неожиданно. Хотя у нас небольшой период, но, может быть, это такое переосмысление не самое простое. В вашей жизни могут происходить какие-то внешние события, которые вас могут подводить к итогу, что мне именно нужен надежный человек. Я не хочу никакой игры, я не хочу никаких там вот как прятки, да, вот это танец какой-то, как качели, да, непонятно, не то мы вместе, не то мы врозь. Здесь, правда, вас готовят карты два старших аркана, что надейся сам на себя,
И если хочешь что-то прояснить, то значит и действовать нужно самому или самой. Для вас, мои дорогие мужчины, здесь может быть важная женщина в вашей жизни. И вы тоже не знаете, как к этому подступиться. Может быть, остались воспоминания, но явно тут по аркану башня. Тут я не могу сказать, что отношения длятся точно так же, какими были когда-то. Тут могут быть все-таки башня, это как какие-то препоны, преграды. Вот вообще непонятно, что же это у вас на личную жизнь. Вы знаете, эмоций много. Вот вы как вот в эмоциях где-то утонули немножко, и вам это здорово мешает. Тут ведь очень реальные карты выпали, больше не достаю. Мы пропускаем до бесконечности через чувства, да? Мы воспоминаниями где-то живем. Но ни одна карта уже сказала, что делать-то вам либо ничего не хочется, либо вы не видите смысла. Я достану карту совет. Вот у нас колода ангелов-хранителей. Вот для вас. Может быть, это кто в сложных отношениях или у кого... Я допускаю, что у кого-то это будут, ну, просто какие-то мелкие неурядицы. Вы как раз тут можете договориться, но вам для этого по аркану башни словно успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда нужно. Примите это к сведению. Все-таки ваша активность, а не ожидание, что кто-то первый проявится. Это факт. Но вам совет от Таро ангелов-хранителей. Луна. Тысяча неопределенности. Интуиция, где-то иллюзия, где-то сомнение. А нам говорят, что все равно идти вперед придется. Но знаете, вот как две башни. Возле одной шакал, возле другой волк. И нам и не к волкам, и не к шакалам. Нам вот в сторону ангела между нужно пройти. Иногда это карта дома. Иногда это карта искренних отношений, добрых отношений, когда вдвоем было очень хорошо, когда понимали люди друг друга без слов. Но это не карта ясности, мои дорогие. Так а как вам действовать? Королева мечей. Ну, у кого-то из вас все-таки эта карта, мы знаем, что по ней проходит прообраз Юдифи. И я тут больше вижу, что вы готовы от чего-то отказаться. Я не говорю, что от брака отказываются, от отношений отказываются, но, может быть, от того образа жизни, который был прежде. Вот тут это именно вашей личности что-то касается. Карты не говорят, кроме того, что вам пришло время действовать самим. Иначе вы упустите время, это точно, это факт. Ладно, пойдем дальше. Что ждет в работе? По семерке мечей тут нужно быть аккуратным, может быть, с деньгами особенно. К паролям аккаунтов будьте внимательны, какие-то планы, потому что всегда эта карта имеет такое предупреждающее значение. Предупрежден, вооружен. Есть хорошее значение, когда мы готовы забрать свое, но мы можем попасть точно так же на удочку, если мы на удочку каких-то договоренностей, таких, знаете, скользких, слепых, или когда столкнемся с ненадежными людьми. Для кого-то из вас ваши планы вы пытаетесь подогнать под какую-то историю и ждете. А у кого-то из вас, знаете, личная жизнь и ваши планы– это единое целое. Вам хочется с кем-то явно поспорить, вы с чем-то не согласны. Вы не согласны с тем, что какая-то прежняя история, может быть, у вас завершается или закончилась. Имеется в виду, что на планы, на карьеру, ну, вы сами можете не видеть уже перспектив, может быть, в той работе или в той должности, которую вы занимали прежде. Либо тут получилась какая-то не очень красивая история, либо здесь с учетом рыцаря мечей. Здесь, знаете, иногда это бунтарь без причины, это проверяющие. Может быть, и правда какая-то проверка пришла. Может быть, на вашу работу. Вы столкнулись с какими-то непреодолимыми событиями, на которые вы не могли влиять. Может быть, кто-то более эмоционально все это пережил, и теперь есть желание кардинально поменять работу, поменять какой-то источник дохода. Опять же, королева мечей. Для кого-то из вас, может быть, конкретно, к примеру, это будет женщина, которая рождена под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, как вы, весы водолей, или она по асценденту, по луне, та, которая умеет правильно все расставить по местам. Это много логики и, самое главное,
По королеве мечей она сама действует и сама в одиночку действует. У кого-то будет просто человек, даже не обязательно это женщина, такой ресурсный, и вы будете думать, что как вот ей фартит. Вы знаете, тут может быть даже так. А для вас-то это что? Праздник. Ну, может быть, это даже не женщина, а есть какой-то человек, будем говорить, который вам пытается оказать содействие. И я такое могу, ну, предположить. Причем вы сами, может быть, нашли этого человека, да, но где-то либо вы не верите, либо вы допускаете, что тут, как знаете, эти настройки могут сбиться, что-то не совсем надежное. Или вам не хочется, мои дорогие. Вот у кого-то проиграется так. Есть ваши планы, но они не идут в один унисон с той реальностью, которая сейчас происходит. Тем не менее, вы сейчас везунчики, все-таки фортуна на вашей стороне. Более того, завершается праздником. Но, видимо, принять какой-то альтернативный вариант или видоизменить ваши планы вам будет совершенно необходимо. Потому что любой проект, я теперь с уверенностью могу сказать, в личной жизни, или пусть это вопросы дома, или пусть это работы, но вот есть, видимо, на этот период без обид рядом с вами те люди, которые более прагматично, более приземленно видят, как нужно сделать что-то правильно. Поэтому, ну, прислушаться, и это не значит, что мы отказываемся от своих планов. Скорее всего, это просто видоизменить, да, или иметь план А, план Б, план С. Не упустить возможность, когда колесо фортуны, это значит на нашей стороне фортуна. Так а что же там в деньгах? Вот тут и в деньгах сразу. Но это прямо у вас какой-то короткий период конца февраля. Крокодил не ловится, не растет кокос. Ну, я, конечно, шучу, сленг, я надеюсь, вы мой понимаете. Но у вас же на кону победы, вы посмотрите. А вы тут можете думать и праздник после победы. Но как-то вы закопались в своих мыслях. У кого-то, может быть, эта история связана с личной жизнью, у кого-то тут вопросы, ваши планы, работа, бизнес, тут тоже как-то идет с пробуксовкой. Может быть, кто-то из вас вот, знаете, какое-то эмоциональное напряжение, вы где-то от этого устали. Тут, ну, так тут уже и буквально денежная ситуация начинает от этого страдать. А что это? Что будет дальше? Ну, это вообще ваша карта. Есть колоды, в которых прописан знак ваш, Меркурий, в одном верхнем углу, в левом, и в правом это либо близнецы, и чаще так бывает, но на некоторых колодах близнецы и дева. То есть вот кто планета-управитель. Хотя для кого-то из вас иногда по этой карте, знаете, идут и скорпионы. Я, по крайней мере, вижу, вот это мое ощущение карт, можно не соглашаться. Именно скорпион умеет как-то продуманно очень, умеет скорпионы отказаться, все-таки его планета-управитель Плутон. Скорпион умеет то, чего мы с вами не умеем, это правда. Я не скорпион, но в моей жизни очень много скорпионов, и, ну, это так попутно. Меня всегда, ну, восхищают люди, которые умеют действовать в тот момент, когда все остальные мечутся. Скорпион нет. Он, засучив рукава, действует. Причем надеется сам на себя. Это вот как раз про образ мага. Видимо, вам нужно примерить такие энергии, стать этим магом и волшебником, мои дорогие. И чуйка, да, она работает великолепно у Скорпиона, и у вас тоже. Но, может быть, разница лишь в том, что Скорпион именно сам на себя, а ваш знак зодиака вот может немножко как распыляться энергия, сложно сконцентрироваться. И то, что для одного легко, для второго где-то сложновато. Но мы все абсолютно разные. Это просто не более чем мои рассуждения, но, может быть, кому-то это важно услышать. Поэтому вот именно концентрация внимания на чем-то одном. И если мы хотим это достичь, видоизменив метод, мои дорогие, у нас все получится. Вот именно тут нельзя сидеть в ожидании, иначе тут на кону прямо какие-то волшебные возможности, точно. Тут и по у кого-то банально. Какая-то сложная ситуация финансовая, буквально, вы ее видите как какой-то мрак или безвыходное положение. А вы посмотрите. Да тут просто вообще, вот знаете, как на 180 градусов взять и перевернуть. И сделать из какого-то минуса буквально плюс. Но будем внимательны, легкие игры, азартные, опасны. А у нас уже с 17 числа год огненной лошади, и поэтому тут азарт нет, исключен. Особенно исключен, когда уже после 26 апреля
Это та дата, когда Уран перейдет в ваш знак зодиака. К этому времени у нас уже Водолей. В знаке Плутон у нас, точнее, в Водолее. Представляете, такие Уран и Плутон. Две планеты трансформации, таких кардинальных перемен в воздушных знаках зодиака. Одна в вашем. И поэтому легкие деньги опасны на долгий период. Как минимум на 7 лет. Я бы сказала, тут, может быть, и на 14. И одно дело, это какая-то лотерея, да, но на кону вот так вот поставить все и проиграть мы тоже можем. Потому что на деньги тут ведь надо не замечтаться. Такие маги и волшебники, они и в нашем окружении тоже бывают, понимаете? И не всегда то, что... И неважно, какому знаку зодиака принадлежит человек, вам нужно, необходимо как будто для собственного благополучия научиться быть в этих энергиях. Так что же будет дальше? А это вот вы выбираете. Это у нас восьмерка воздуха, мои дорогие. Или мы говорим восьмерка мечей. Вот только что мы... Вот что будет дальше? Вы как будто выбираете. Либо вы застрянете в прошлом, либо вы идете вперед. Четко нам карты дали понять, что ждет в прошлом и как это может быть продолжено. Вот это прокрастинация до бесконечности. Урок жизни, мои дорогие. Это как карта Иерофант. Это карта мудрости. Вот вам мудрое решение. Пока ты не примешь какое-то мудрое решение и не будешь делать первые шаги. С учетом, кстати, традиций. Что-то нужно сделать по закону. Что-то нужно, чтобы вписывалось в этот закон, да. Не нарушаем какие-то правила регулировки. Но у вас каких-то маневров множество, мои дорогие. Для кого-то отношения по судьбе. Значит, может быть, нужно как-то правильно понять, да, что куда идут наши отношения. Для кого-то так, да. И вдохновение вам совершенно необходимо. Что-то должно быть как источником вдохновения. Для вас будет очень важен тот человек, который вам придает силы, уверенности, тот, кто вас любит бескорыстной любовью, что будет дальше. Но мы можем либо стремиться, вот да, даже если вы один или одна, оказаться в этой паре. Но человек ведь не появится вот так вот из ненацку, не пойми откуда, да, вот сам по себе, он не материализуется. Значит, расширить круг общения, при этом быть тоже внимательным. Тут именно карта заботы и любящего человека. Да, вы знаете, вот что будет дальше? Мы можем подзастрять в одиночестве. И мы как принимаем, да, вот такую судьбу. А между тем мы имеем выбор. Ой, у нас может быть прекрасная пара, партнерские отношения. Причем такие надежные. Те, когда понимают, тебя просто понимают. Тебя любят за то, что ты вот такой, как есть. И к этому здесь может быть очень добрые предпосылки. Может быть, такой человек уже где-то есть. А если нет, и опять же вы один или одна, но тогда надо всерьез задуматься о том, чтобы построить вашу личную жизнь. Личная жизнь– это явно много сложных таких карт, когда нам говорят, личная жизнь– это как ваш фундамент, это ваш тыл, это ваше место безопасности. Тут ведь тоже нам говорили вопросы дома. Давайте совет Таро. Однозначно какое-то решение вам нужно принимать. Вот и все. Для кого-то из вас это правда будет. И как ваше решение, но вы можете узнать и новость какую-то. Это, знаете, вот конкретно аналитика проходит. И очень часто по пажу мечей мы как избираем новое направление. Это вот мы как шли по какому-то заданному пути. И пока мы шли, мы уже понимаем, что «а куда же это я иду?» Я не случайно сказала «куда я иду дальше?» Вот такой вопрос еще до карт. И, видимо, для вас это основной вопрос. Совет. Задай себе этот вопрос, близнецы. Эго. Так называется 15-й старший аркан. Нам говорят иллюзии. Где-то мы чересчур, может быть, материальны. Имеется в виду, если мы будем говорить по 15-му аркану, мы стараемся или иногда думаем, что сначала материальные вопросы решаю, потом вопросы, которые связаны, ну, может быть, с личной жизнью. Нет, тут, с одной стороны, это игра, которая может быть и игра в финансы, я об этом говорила, но, может быть, это и игра в отношениях. Ну и, конечно, эго. Мы как будто включаемся сами в игру, или мы сами начинаем какую-то игру. И любая игра ведет в никуда. Будьте аккуратны, мои дорогие. Это только иллюзия.
когда игра, может быть, начинается, она вот так вот игриво весело, а потом наступает оскомина. После игры или после вот, да, вот этого эго, или находясь в этом состоянии, дорога в никуда. Я много сказала, вот правда, 2 старших аркана, вот такой совет. Вам нужно с чем-то определяться, завершать какую-то игру, иначе она переходит в опасность, и вы даже этого не замечаете. Ваша Арандары, отпускай. Есть то, что нужно отпустить. Это, кстати, завершение, трансформация и свобода. Свобода — это, ну, полностью свободными мы вряд ли будем. Имеется в виду, мы не можем отменить обстоятельства, мы не можем отменить решения людей, правда, мы на это не влияем. Но свое отношение ко всему этому, изменить это всегда в наших силах. Поэтому вам нужно менять отношение либо к чему-то, либо к кому-то и завершать какую-то прежнюю историю, или вы ее будете продолжать, трансформируя в новом ключе. Но тогда что это за занятие, да, или что это за планы, что это за перспективы, или что это за отношения? Повторюсь, заключение. Вот понимаете, символ основной — надежность, законность, чтобы это было по закону. Все же у вас тут что будет дальше? Карта законника, иерофант — это закон. Это система иерархии, это то, что предусмотрено в обществе. И то, что не предусмотрено, то тогда туда ходить как будто не нужно. Ничего мы там хорошего, мы только попадем в двойную зависимость, посмотрите. Поэтому может быть такой сложноватый период, именно потому, что сложно что-то отпустить. А для вас это выздоровление и какой-то новый путь. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы. Тем не менее, у вас фортуна. Сложноватый какой-то прогноз, для меня неожиданный. Буду благодарна вашим комментариям. Спасибо, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной. Читайте мои публикации. Может быть, кому-то какую-то запутанную историю или ребус помогут. Именно мои статьи, там и гороскопы, и статьи по психологии. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.